Всем доброго вечера или уже ночи. Итак, продолжаем с вами серию видеороликов «Встречи с духами», которые произошли с нашими зрителями. Голосовые рассказы наших зрителей. Вот я буду включать, слушать вместе с вами. Да, еще раз напомню, что свои мистические истории можете отправлять Яне в будние дни до 10, до 9 лучше вечера. И, пожалуйста, напишите «Это мистическая история» и отправьте голосовое. То есть голосовым расскажите свою мистическую историю, потому что мы решили, что немного живых обращений людей не помешает. Именно их голос, их интонация, рассказ, это очень много говорит, эмоции. Ну и я буду, конечно, объяснять, о чем речь и почему так случилось и прочее. Начнем. Уважаемая Инга и Яна, пишу мистическую историю, которая произошла со мной недавно. Получилось так, что я в ночь одела пижаму на левую сторону, якобы есть примета такая, чтобы полезть не отступали, и расположилась в комнате у сына. Он у меня уехал на вахту, там диван удобный, все, сплю, значит. Слышу где-то часа, может быть, в 3, потом я это проанализировала, такой шелест, то ли целлофан, то ли какая-то куртка шелестящая, то ли шелестящая одежда, заходит, как будто бы кто-то. Я, значит, не открывая глаз, во сне, думаю, кто же это такой может быть, я же одна дома. Такое ощущение, что как будто бы одежда скинулась, и что-то такое большое, мягкое, как большой, огромный, просто пушистый кот прыгнул ко мне между мной и спинкой дивана, так клубочком. Я, конечно, испугалась. И во сне, как паралич какой-то, таким томным голосом: «Кто это? Кто это?» Потом через какое-то время я смогла открыть глаза, и больше я не уснула. То есть мне было как-то не по себе. Вот что это? Либо домовой, либо еще кто-то. То есть вот непонятно. То есть за все годы, сколько мы живем в этой квартире, ничего подобного не происходило. Города Омска. Спасибо. Последняя там Ирина из города Омск. Я просто не туда нажала и как-то так плохо передалось. Сейчас объясню, что это было. Вот смотрите, Ирина. Вы провели определенный обряд. Но никогда не делайте обряды, не зная, не проверяя автора этих обрядов. Почему я так говорю? Потому что в интернете очень много различных сомнительных всяких заговоров, ритуалов. И раньше были, и после моего канала появилось очень много желающих какие-то ритуалы выдавать и так далее. Просто люди подумали, что этим заманивают, этим притягивают к себе. И начали всякие абсурдные обряды, заговоры в интернет или находят где-то наполовину, не понимая, о чем речь, потому что очень много обрядовой магии, которая, в таком сыром виде передана. То есть не до конца. Там нет ключа, там нету самой важной части, которая должна быть. И люди берут, в общем, делают эти работы. И естественно, что, скорее всего, это был ваш домовой, который, увидев, что вы провели какой-то не очень правильный, абсурдный обряд, пытался вам сказать, что больше такого не делали, что это не поможет, это может сделать хуже, это может усугубить. Или даже если в этом обряде ничего плохого нет, то вам этот обряд не подходит. По крайней мере. Это предупреждение. Обычно, когда домовой пугает, он всегда предупреждает о какой-то неправильности наших действий или о каких-то проблемах предупреждает, которые могут в ближайшее время с нами случиться.
домовой плачет или переворачивает, или разбивает, или переворачивает там чашку, не знаю, или еще что-нибудь, удар можно почувствовать, толкает. Люди не понимают и начинают думать, что, может быть, какая-то нехорошая сила поселилась, может, они чего-то там не сделали как надо, обидели. А через некоторое время, предположим, вот случается какая-то авария или что-то плохое, и они понимают, почему домовой пытался достучаться. То есть они планировали куда-то ехать, а домовой бушевал. Он переворачивал дома, он злился. И вот когда такое происходит, они просто начинают понимать, почему домовой так себя странно вел, что он хотел этим сказать и к чему. Чтобы они не ехали. То есть вот они говорили о поездке, в этот же день начинались какие-то отрицательные вещи происходить дома. И потом, то есть понимали, оказывалось, что вот оно почему. Значит, он видел, предвидел, что не очень хорошо, впереди что-то, какое-то событие, и не хотел их отпускать. Вот в вашем случае он просто увидел, что это вам не надо делать. И тем самым, появившись, просто дал знать, вот вы говорите, именно вот этот ритуал, вы запомнили, что вот именно тогда он начал, раньше такого не было. То есть, следовательно, вы делаете вывод для себя, что, значит, это было не очень правильно с вашей стороны, поэтому он вас предупредил, что больше так не делай. Так что ничего такого плохого я не вижу в этом деле, но вам такой ритуал или что-то наподобие этого заговора, не знаю чего, не подходит. Так что в следующий раз необдуманно, не проверяя, не делайте ничего. Вот что хотел вам сказать ваш домовой. Так, давайте пойдем следующее. Здесь много отправлено. Будем, конечно, по очереди это все включать и отвечать на ваши вопросы. Давайте дальше. Уважаемая Инга, здравствуйте. Меня зовут Люция. Моя мистическая история. Это произошло 2 или 3 года назад. Как-то ночью, поворачиваясь на другой бок, я чуть-чуть проснулась, глаза капельку, вот прям капельку приоткрылись, и я увидела мужчину посередине комнаты. Он стоял и смотрел на меня. Был весь в черном, высокий мужчина. Я очень испугалась. И чтобы не чувствовать этого страха, прям вот приказала себе: засыпай, засыпай, спи, спи. Скажите, пожалуйста, что это могло быть и вообще кто это? Благодарю вас, спасибо большое. Ну, мы сейчас с вами гадать не можем, кто это могло быть и что. Обычно для того, чтобы понять, значит, чтобы понять, к чему эта сущность пришла и зачем, нужно всегда следить за тем, что происходит после его прихода. Если после появления этой потусторонней силы что-то нехорошее случается, то, значит, вас предупреждали. Быть может, это кто-то из ваших предков, быть может, это дух этой местности, может быть, хранитель ваш. Понимаете, вот это очень сложно вот так вот сказать однозначно. Вот это точно вот было вот то. Невозможно это сказать, потому что вот если бы какие-то приметы, если бы он на вас там посмотрел, что-то сказал, если бы он, например, через стену вышел, а вы на следующий день узнали, что кто-то умер рядом по соседству, и я бы могла вам сказать, скорее всего, чья-то смерть, смертная сила пришла. Так мы с вами не поймем. Я понимаю, что вам хочется понять, что это, но это мы будем гадать, и это бесполезно. Если эта сила вам не навредила, то, ну, значит, она для чего-то пришла, чтобы предупредить. Вы вспомните после того, как эта сила появилась, что в вашей жизни произошло. Хорошее или плохое. И отталкиваясь от этого, в следующий раз, когда подобное увидите,
Ну, значит, это вестник все-таки нехороших вещей, нехороших новостей. И опять же, он не плохой и не хороший, он приходит всего лишь предупреждать. Это как гонец. Гонцу сказали, вот, иди передай, что там мы проиграли или выиграли, или кто-то погиб, например, да. Вот иди скажи. И гонец приходит и говорит, он здесь ни при чем. Он не испытывает каких-то определенных эмоций по отношению к человеку, которому сообщает. Это его обязанность. Он пришел, он сказал. Вот то же самое здесь. То есть он не пришел вам или навредить, или что-то еще. Если после появления этого духа что-то случилось хорошее, в следующий раз, если вы почувствуете его, значит, опять вас ждут хорошие вести. Если с появлением этого духа кто-то из близких умер, что-то нехорошее случилось, развелись вы с мужем, узнали про измену или и так далее, ну, он, собственно, и появился, чтобы вас предупредить, чтобы вы это знали. Некоторые скажут, а зачем нас предупреждать? Мы же все равно ничего не сделаем, не повлияем на эту ситуацию. Вот пришла сила меня предупредить. О чем? О том, что, скажем, человек умрет. Но я же ничего не могу сделать с этим. Я вам это тоже объясню. Они приходят на таком ментальном уровне, укрепляют нас, усиливают. Они приходят, дают нам какую-то силу, энергию, которая нам потом поможет справиться с этой бедой. Вот почему приходят эти силы, мы говорим, пришли предупреждать. Вот он явился, и после этого у меня случилась какая-то беда, трагедия. Вот теперь я понимаю, почему он появился и так далее. Так вот, они не просто приходят предупреждать. Если это неизбежно, если, например, человек увидел такое и решил не поехать никуда, потому что что-то ему подсказывало, что впереди будет что-то нехорошее, и действительно он угадал, попал в точку, действительно самолет упал или там корабль затонул, и в этот момент его не было на борту, и он спасся. И он начинает думать, вот он явился, у меня началось нехорошее предчувствие, и это меня спасло. Это одно. Но когда это неизбежно, они приходят для того, чтобы дать нам силу. Они дают нам энергию. Когда они передают нам эту энергию, в этот момент они сами становятся видимые. Потому что это энергетическое поле становится очень сильным, активным. И мы их видим. Понимаете? И они могут прийти, дать и отрицательное что-то. Это же не только вестники, которые приходят нам помочь. И бывают и духи, которые пришли навредить. И мы тоже их можем видеть. И от этого у нас внутренний ужас, страх. И после этого, значит, мы можем заболеть и прочее. По-разному. Просто когда происходит энергообмен между нами и этими силами, они становятся видимыми, мы их видим. Вот что происходит. И в хорошем, и в плохом смысле энергообмен. Они приходят нашу жизненную силу забрать, мы это видим, ощущаем, и они становятся видимы. Либо они приходят нам помочь и дают энергию, дают силу, чтобы мы могли неизбежную беду пережить. И опять же, они становятся видимые. А так их много просто рядом с нами. Тысячи, тысячи, миллионы. Но мы их не видим. Правильно? Мы их можем ощутить, а можем вообще не ощутить. Можем почувствовать чье-то присутствие, но списать это там на... Ну, показалось, ну, кот побежал, может, это был кот, может, это еще что-нибудь. А на самом деле это духовные сущности. Но их не видим, потому что у нас энергообмена не происходит. Они просто рядом. Так, слушаем следующую историю. Здравствуйте, Инга. Здравствуйте, Яна. У меня есть 3 истории. Они все произошли на работе с моими напарниками. Я работаю инженером на производстве, и все истории произошли в спальных вагонах. Они очень маленькие, разделены на 2 половинки. Там моя половинка, несколько дверей и половинка напарника. Мы отдыхаем и не пересекаемся. Первая история произошла с моим напарником. Мы встретились
на смене рабочей, и он рассказал, что он упал с кровати. Мы на это не обратили внимания, посмеялись, и потом он уже лично мне рассказал, когда мы с ним разговорились, что он спал, и сквозь дрему почувствовал, что у него в ногах что-то образовалось, и, ну, как маленькое животное, и начало ползти по нему. Он подумал, что кто-то пришел его будить, или, может быть, я пришла его будить, и он начал это отпихивать от себя, но оно продолжало как бы по нему ползти вверх, вот, потом начал его как-то щекотать, бороться с ним, и он не мог это, в общем, отпихнуть, начал с ним бороться, и упал с кровати, проснулся после этого, и все исчезло. Моя вторая история, это произошло с другим напарником. Мы пошли отдыхать, и я в тот день уезжала домой, у меня кончилась вахта, и я просто встала и ушла в рабочий вагон к ребятам. И часа 2 я, наверное, с ними там провела. И внезапно к нам заходит вот мой напарник, который должен был спать, и удивленно смотрит на меня, говорит: а ты только что сюда пришла? Я говорю: нет, я здесь уже там 1,5-2 часа. И он рассказывает, что, в общем, он последние несколько часов он не мог уснуть, потому что слышал какие-то шаги в моей половинке, там кто-то был, он там шуршал, перекладывал вещи, ходил, и как бы, ну, не давал ему, ну, как бы заснуть, да, качественно. И он говорит: я подумала, это ты сумку собираешь. Но меня там не было, у нас никто по вагонам не ходит, потому что можно очень большие проблемы получить, кроме нашей организации, а из наших там никого не было. Вот. И третья история с другим напарником произошла. Мы спали, и он, ну, вышел покурить. И вечером он, в общем, спрашивает меня, ну, укоризненно, говорит: зачем ты в меня плевалась? Я удивилась очень, я говорю: ну, как я могла плеваться? Он рассказывает, что он проходил под моим окном, оно было приоткрыто, и в него полетела, ну, череда плевков, харчков. Он, ну, не стал проходить, он подождал, пока это все закончится, и пошел дальше. И он мне так и не поверил, что это не я была. Вот, но я вообще спала тогда. И, ну, мне вообще такое поведение не свойственно. Но, ну, он мне, в общем, не поверил, что это, ну, что это не я была. Вот. Это все как бы не со мной происходило. Я лично ничего не чувствовала, ничего не видела. Но вот вокруг меня я в течение, там, наверное, 12 месяцев таких вот историй насобирала. Спасибо вам большое. Извините, пожалуйста, за беспокойство, если это какие-то глупые или несерьезные истории. Извините, спасибо. Вы знаете, я так поняла, что вы работаете вахтовым методом, скорее всего. Вы спросите, там никто не погибал на этом производстве? Потому что очень смахивает на очень сердитого духа, то есть сердитую душу погибшего человека, который ходит туда, то есть ходит там и, скажем так, пытается вас выжить оттуда, выгнать. Быть может, переживает за то, что с кем-то еще это может случиться. Он там остался, то есть привязан к этому месту не просто так. Пытается уйти, но у него еще не завершенные дела. Спросите, там нету, то есть не было погибшего на производстве человека. Это очень похоже на вот именно такую историю. Это душа человека, это не домовой, это неупокоенная, очень озлобленная душа, которую либо оболгали, а может быть из-за халатности он погиб чей-то, то есть он считает, что его убили, и теперь он просто не находит там покоя. И его нужно успокоить, эту душу. Ему нужно ставить свечи. Нужно вообще узнать вам насчет того, какая история произошла там, в этом месте, в этом общежитии, может, много лет назад. Это душа. Он ходит, и он пакостничает, он, значит, злится, душит, кидается. Может показаться, что это какая-то что-то такое пушистый комок какой-то. Но это так человеку в полусне может показаться. Может быть, он просто был такой, скажем, очень обросший мужик. И когда он начал бороться с ним, вот это вот ощущение телесное сохранено. Вот он ему и показал, что это какой-то комок шерсти. Одним словом, это дух. Неупокоенный дух. И для того, чтобы он не трогал, желательно там зажигать свечу иногда, ставить ему помин, чтобы он просто не подходил
к вам лично. Но остальные навряд ли этого будут делать. Я думаю, что даже посмеются, скажут, ерунда какая-то. Но когда человек не может объяснить или боится реальности, он начинает искать объяснение вот такого плана, как бы, да ладно, я уверен, что это ты была, ты там харкалась, плевалась, это ты меня будила, сейчас прикалываешься, говоришь. И мне кажется, что убедить их можно только в том случае, когда вас там не будет, вы куда-нибудь уедете, и вот опять начнется это все. Вот тогда они убедятся, что вы там ни при чем. Собственно, вот что происходит у вас там на работе. Так, следующая история. Здравствуйте, уважаемая Инга, Яночка. Мой рассказ о встрече с потусторонним, с миром духов. В общем, этой зимой вечером я возвращалась домой. И я проходила через парк, шла по тропинке. Внезапно сзади себя я услышала женский голос. При этом он был где-то в шагах 15 от меня, но самих шагов слышно не было, хотя на земле был снег. Голос был очень холодный, не выражающий никакой доброты, никакого такого добра, ну, как если бы этот человек сказал, например, да. Но я вспомнила, что оборачиваться нельзя, ну, и что это работает, в принципе, не только на погостах, но и вообще нельзя оборачиваться, когда тебя кто-то сзади окликает. Но я все равно, вот, как сказать, она мне сказала, девушка, потом сказала, она не слышит. Ну, то есть, вероятно, она подумала, что у меня наушники, да. Когда она сказала последнюю фразу, то это было произнесено с такой злобой, с таким злом, с таким недовольством, и я почувствовала, как будто на спину кто-то кинулся, и я обернулась. Никого. Вот вообще никого, ее уже след простыл, куда она могла исчезнуть с этой тропинки, куда она могла подеваться, куда она могла сойти с этой тропинки. Скажите, пожалуйста, кто или что это было? Ну, кто это был, что это вообще было такое? Так, первое. То, что вы не услышали шаги. Логично, что когда за вами идут, даже если это не зима, неважно, в любом случае вы чувствуете присутствие живого человека. Вы слышите шаги, вы слышите, чувствуете дыхание человека, его приближение, как бы он наступает на землю. Все равно это слышно, как бы там не было, скажем, чисто и сухо, вы бы все равно услышали, должны были услышать шаги. Если это снег, и вы идете, и снег хрустит под ногами, тем более, если за вами идет человек, не слышно вообще никаких шагов, понятное дело, что это не человек. То, что девушка вам сказали, знаете, почему вы поняли, что это не живое существо? Вот я почему говорю иногда, что я не хочу слышать, например, не слушаю. Я читаю иногда, если мне нужно понять, что нужно какому-то там человеку, который против меня какую-то гадость снимает, я не слушаю, потому что существует понятие энергия голоса, вот та самая вибрация голоса, которые говорят. Это как запах человека. Вот рядом сидит человек, от него приятно пахнет. А есть люди, например, вот зловоние, болеют чем-то люди, например, у них тело источает зловоние, и вам плохо от этого. Вы вроде разговариваете, но вы чувствуете этот неприятный запах, и как-то вам не очень комфортно. Вот точно такой же силой обладает голос. Когда человек неприятный, он может говорить очень культурно, очень интересными терминами, интеллигентно, но вы чувствуете гнильцо от этого человека, понимаете, несет гнилью, не все правильно, не все хорошо. Ощущение, что, вроде бы даже не про вас говорить, но чувство вот гнилой души
идет. Это все равно, как нюхать труп. Вот рядом сидите, вроде он вам не мешает, не кидается, не бьет, ничего не делает. Но это труп, ты понимаешь, ощущаешь трупный запах. Или от бомжа идет этот запах, предположим. И он проникает внутрь тебя. Это на ментальном уровне тебе становится плохо. Вот точно так же обладает голос человека, тембр голоса, звук голоса. Есть люди, которых слышишь, и после этого хочется идти и умыться. Прям ощущение, как в дерьме искупалась. Есть разговорная речь, манера. Оно проникает в разум человека и отравляет внутри него вот неприятные чувства на этом ментальном уровне, ощущение гнилости, которое идет. Вот это вот именно так, гнилость от голоса человека, противно. Голос не живого создания, они издают голоса, конечно, и мертвые издают голоса и зовут кого-то, и демонические сущности, и духи леса могут запутать людей, как они их путают. Или котенком прикидывается, мяукает, или щенком, или ребенком. Ребенок вот плачет там, например, в кустах где-то. Человек пошел за грибами, там, и ребенок ревет прямо. И вот в таком, как бы, растерянном состоянии начинаешь идти, искать этого ребенка. Где этот ребенок? Он опять плачет. Нам бабушка говорила всегда, что когда мы шли в лес, если вы услышите какие-то голоса, ребенок, там, собака кричит, просит о помощи, не подходите, идите, зовите взрослых. Мы сами поймем, посмотрим, то есть пойдем, посмотрим, если это действительно человек, естественно, поможем, может, действительно человек. Поэтому оставить это так и уйти нельзя, но вы сами не подходите. Вот почему нас учили. Потому что в древние времена и в стародавние времена люди были умнее нас. Мы думаем, что мы самая умная цивилизация. Нет, мы продвинутые цивилизации. Это немножко разница большая. Продвинутость — это означает, мы умеем управлять машиной, можем телевизор включить, выключить. У нас умный дом, все работает там от голоса, от звука, дистанционно. У нас больше возможностей, но мы не умнее их. Они умели читать приметы, они могли понять, когда будет дождь, когда снег, погоду просто предвидели. Это значит, они были все-таки умнее нас, потому что им приходилось много изучать, много читать, много... Но если кто не умел читать, слушать, там в своей жизни опыт у них был большой. Исходя из этого, естественно, и ум человека развивается. Так вот, вы почувствовали что-то странное в голосе. Во-первых, никто не шел за вами, это правильно. Во-вторых, значит, вибрации, вот неживая энергия, неживая сила голоса вас навели на мысль, что это не человек. И то, что она сказала, она не слышит, это было ее возмущение. Мол, что, она не слышит, что ли, меня? Это что так? Не в смысле, что она подумала, что вы... Нет, она не подумала так. Она поняла, что вы нарочно не оборачиваетесь. И поэтому она сама себе возмущенно сказала, она не слышит. То есть, что это такое? Я же тебя зову. И то, что вы почувствовали, вот это нападение в спину, это энергетический удар. Конечно, это была духовная сущность. Это не человек. Человек не может, во-первых, так исчезнуть. Во-вторых, нет следов на снегу. Я вам рассказывала как-то, еще раз освежу вашей памяти. У меня дед после этого колхозного собрания поздно ночью возвращался и услышал там, как его позвал старик. Там сказал ему, мол, Георгий, подожди, я сейчас тоже иду в вашу сторону. И он встал, говорит, ну иди, жду. А потом вспомнил, тоже был снег, значит, прям лежал снег, и он вспомнил, что этого деда-то в прошлом году похоронили, он не живой. И когда он это вспомнил, он повернулся и побежал. И потом он слышит, что за ним бегут. Но следы на снегу появились.
И он говорит, он так быстро бежал, вроде старый человек, он бежит быстрее меня. Был овраг, и мой дед перепрыгнул этот овраг и обернулся. И увидел, как этот старик подбежал к оврагу, упал в этот овраг и исчез там. Но как-нибудь добежал до дома и на следующий, то есть утром уже, ранним утром пошел проверять. Он увидел, что от оврага идет только один след, только его след. Значит, до оврага 2 следа, во овраге 2 следа. А нет, 1 след, то есть этот, который упал, исчез. И дальше уже ни обратно нет следа, ни в эту сторону. Почему нельзя оборачиваться? Потому что они могут навредить. Когда они видят ваше лицо, как происходит подселение? Через глаза. Глаза – зеркало души. Глаза – это то, что нас отделяет от мертвых. Они видят душой, они видят внутренним зрением, мы глазами. Был такой слепец, который в прошлом веке на Кавказе. Этот человек был слепой. Но у него была возможность, способность, он выходил из своего тела, как он рассказывает. Естественно, никто не видел, как выходит или нет. Он выходил из своего тела и ходил по своему дому, изучал свой дом, где что стоит. И потом на следующий день или вообще вот при каких-то обстоятельствах во время разговоров он говорил, что я знаю, что у нас в комнате там красный цвет, вот там приклеен. Он был не от природы слепой, он ослеп. Что-то случилось у него, он ослеп. То есть имеется в виду, что он цвета все понимал. И когда его спросили, ты же слепой, как ты видишь, откуда ты знаешь, где у нас дома кувшин стоит? Он говорит, когда я в своем теле, то есть душа моя в теле, я не вижу, да, я слеп. Но я выхожу и гуляю по дому, когда вы спите. Я просто выхожу и хожу, смотрю, что у нас где лежит, стоит и так далее. Знает, как выглядят все его домочадцы, понимаете? То есть вот о чем говорит, что мертвые видят не глазами, они видят душой, они видят внутренним зрением. И вот глаза, они почему привлекают наше внимание, чтобы мы повернулись, посмотрели. Чаще всего подселение происходит таким образом. Или они забирают какую-то энергию, или мы можем увидеть нечто такое, от чего на сердце остановится. Это будет какой-то ужас, крик. Некоторые духи или души ушедших. Потому что человек, если он был при жизни гадкий, да, это не означает, если он умер, теперь-то он хороший уже, добрый, святой. Нет, он как бы... Это душа, его сущность. Когда мы говорим, вот сущность твоя такая, вот ты такой, значит, ты вот... Это твоя душа такая гнилая. Это о чем говорит? Тело всего лишь временное пристанище нашей души. Душа сама себя не может передвигать предметы, там, не знаю, что-то делать, рожать ребенка. Это тело делает. Но руководит всем этим душа. Она отправляет сигналы в мозг, здоровый мозг, и через этот мозг руководит нашим телом, нашим существованием. Если мозг нездоров, как я уже говорил, как сломленный телефон, ты разговариваешь, а тебя слышат, а ты оттуда звуки не слышишь, или наоборот, да, это уже вот эта вот антенна, которая плохо ловит сигналы души, поэтому человек, естественно, неполноценный. Так вот, она разозлилась на вас, что вы не повернулись. В такие моменты вспоминайте любых богов, любые силы, кого бы ни призвали, они отстанут. Это потом, если вы часто сталкиваетесь, конечно, нужна защита вам особая и прочее. Но вот в такие моменты вспоминайте любую силу, она приходит на помощь. Или постарайтесь проявить хладнокровие, что, в принципе, очень непросто и нелегко. Потому что они нацелены на эмоции. Как только эмоционально вы немного покажете себя слабыми, конечно, вас напугают, жутко напугают. И таких случаев много. С одной стороны, страх и ужас, что это происходит. С другой стороны, внутренняя какая-то радость. Знаете, от чего?
от осознания того, что жизнь все-таки там есть. То есть вы не исчезнете. Вот я уйду и не исчезну, значит, я буду еще существовать. Вот это же есть, я же слышу, вижу, что оно есть. Иногда люди вместе это видят. То есть, и ладно, один человек там показалось, вот игра мозга, сознание, а другой человек, а третий, когда несколько человек вместе что-то видят, это не может быть коллективным безумием, помешательством, понимаете? И мне рассказывали истории люди, которые, ну, то есть мне нет причин усомниться, это не те люди, которые болтают абы что везде и всюду. Нет, они очень редко кому доверяют эту тайну, и, как правило, люди стараются не говорить об этом со всеми подряд, чтобы их не приняли за безумцев, сами понимаете. Иногда уговаривают себя, что, может, мне это показалось, но потом понимают, что это не могло показаться, и это была реальность. Так вот, рассказывали вот подобные истории, что их звали. Значит, брат моей однокурсницы, как-то мы разговаривали, и он сказал, что вообще, говорит, я в это все не верил. И даже громко сказал, как-то поехали с другом они в село, в старый дедушкин дом. И друг сказал, что, мол, ты поосторожнее, здесь у нас домовой живет. И с дедом жил, в общем, он с дедом дружил. Но вот дед завещал, что не обижайте его. Ну, я, говорит, посмеялся, говорю, и твоему деду надо было лечиться, и тебе тоже не помешает. В общем, так посмеялись, легли спать. Старый такой дом, деревенский, и рядом окно прям чуть ли не ближе к полу. И ночью ему кажется, что рядом с домом кто-то ходит. Но он подумал, может, ну, село, может, люди идут. Мало ли кто ночью идет домой. И эти шаги с улицы просто плавно перешли возле его кровати. То есть, понимаете, да? Как будто кто-то через стену просто прошел этими башмачками и прошел мимо него. Ворча, что-то разговаривая, под нос себе пошел. И, естественно, он уже до утра не спал. Это его так проучили, чтобы он больше никогда не смел смеяться над домовым или над тем, что деда надо было лечить и прочее, прочее. Хозяин дома показал, что я есть, и то, что ты в меня не веришь, это ни о чем не говорит. Это вы спросите как-нибудь люди, которые проходили вот мимо этой улицы, там, какое-то здание, что могло быть рядом, мало ли, старинное какое-то место. Может быть, это принадлежало кому-то, понимаете, а теперь эта улица общая стала, и вот хозяйка возмущается, когда люди проходят по этой дороге. Вы спросите, больше никто не сталкивался с этим? Это душа чья-то, но очень озлобленная душа, и не очень, ну, то есть, не очень рада появлению людей там, на этой дороге. Скорее всего, рядом с этой улицей должно быть старинное здание, какой-то особняк, кому-то принадлежащий. Чаще всего хозяева этих мест возмущаются, когда люди мимо этого дома или по этой улице проходят. Это, может быть, был когда-то их двор приусадебный, понимаете? Вот спросите. А то, что вы, ну, не сразу обернулись, все правильно. Неизвестно, что бы вы увидели, на самом деле. Так, надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Пойдемте дальше. Ой. Так, сейчас. Угу. Здравствуйте, уважаемая Инга. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Разрешите мне вам рассказать свою историю. Началось это очень давно, периодически происходило, но вот одни из ярких моментов последнего времени. Я находился в своем многоквартирном доме, где квартира, и разговаривал вечером, стоя в тамбуре, с соседкой. Соседка, там, женщина 70 лет почти, ну, бытовые вопросы по дому. Вдруг время как будто вот остановилось, воздух заребил, соседка падает без сознания в уголке, как подкошенная, как будто сухожилие подрезали. Вот. Но я не падаю, короче. Вот.
Но меня как будто пытается вырубить что-то, но вот не получается. Вот. И я стою. В этот момент соседка поднимается так же быстро, что не свойственно возрасту ее. Но голова ее прижата к плечу, и из нее смотрит на меня кто-то другой. То есть там глаза две черных точки. В этот момент, когда вот это вот на меня посмотрело, организм мой отреагировал следующим образом. То есть у меня, как у животного, стала холка на спине, как будто там такие ощущения были стопроцентные, я был уверен. Вот. Крайняя степень агрессии, то есть я весь как напряженный был, как струна, и вот эта агрессия, которую я излучал, меня просто удивили. Вот. Потом это резко все прекращается, соседка стоит, как-то так, раз, голова на месте, зрачки нормальные. Я спрашиваю у нее, что это было. А она отвечает, что, это у нее приступ какой-то. На вопрос, а со мной-то что, она просто закрыла дверь. Попозже я встретил ее, и она очень странно там со мной поздоровалась, присела, склонила голову, протянула руку. Потом она дальше там уже не жила, переехала. Вот. И я вижу иногда в людях, в некоторых, не знаю по каким причинам, когда смотришь в глаза, они начинают съезжаться так вот, как у этой соседки, в кучу. И в это время, что-то начинает подштармливать, я не знаю, как это передать ощущение. Вот. Я вынужден там отводить взгляд там, или отшагивать назад, и тогда это прекращается. Много лет пытаюсь понять, что это. Может быть, сможете мне помочь в этом вопросе? Смогу, конечно. Сейчас я вам объясню, что это такое. Значит, первое. То, что произошло с вашей соседкой, это называется простым словом подселение. В ней живет подселенец. И она это знает. Она это знает, потому что, обычно люди, которые после таких приступов приходят в себя, они ничего не помнят, вообще ничего. Что с ними было, когда видео показывают, они не верят в это. Был такой случай, когда женщина постоянно звонила в полицию, это в Америке, жаловалась, что пока она спала, значит, воры зашли, все перевернули, ничего не украли, но весь дом перевернутый. И она удивлялась, как они зашли. Она живет на 20-м или каком этаже. Двери открыть никто не мог. Такое ощущение, как будто через стену эти воры прошли. И, в общем, и каждый раз она, значит, вот так звонила, говорила, и не могли понять. И для того, чтобы... Она звала свою соседку, просила с ней переночевать. В общем, мужу этой соседки это все надоело, и он поставил скрытую камеру, чтобы понять, что происходит. Может быть, она просто притворяется, а может быть, у этих женщин какие-то отношения есть. Он начал подозревать, почему она все время ее зовет к себе под предлогом, что вот я боюсь. И на утро послышался жуткий крик. Все, значит, побежали к ним туда, в квартиру, и увидели эту женщину убитой. Причем понатыканной там карандашами, ручками, вот так вот страшно убитой. И не могли понять, что происходит. Приехала эта полиция, и этот муж сказал, что у меня там камера стоит. Скорее всего, сняла, кто заходил, кто это сделал. И вот когда эту камеру включили, что там было в этой камере, все пришли в ужас, потому что эта женщина, хозяйка дома, сама встала, стала разбрасывать вещи. У нее были бешеные глаза, безумные, рот открывался, закрывался. Она, значит, там переворачивалась назад, как будто ее позвоночник из, не знаю, из какой-то пластичной, значит, короче, она прям надвое переламывалась вот таким образом, ходила как паук. И в конце концов она пошла, сняла, вытащила из шкафа эти ручки, карандаши и начала бить ею спящую эту соседку. Та, естественно, не поняла, что происходит, вскочила, но не смогла спастись. И ее, естественно, закрыли и принудительно лечат. Может быть, сейчас она там находится, как безумную.
Но она не могла помнить, она была нормальный человек, разговаривала, она не верила, что это она. В общем, она была в ужасе от того, что она увидела. Ну, приписали психиатры раздвоение личности, там какие-то детские страхи, как они это все любят. А на самом деле это подселенец, который использует твое тело для того, чтобы творить что угодно. Теперь хочу вам сказать одну вещь. Почему чаще всего преступления совершаются при принятии определенных веществ запрещенных или при подпитии? Чаще всего каждое первое чуть ли не преступление совершается в пьяном состоянии или в ином. Чаще в пьяном, потому что в ином тело не настолько активно, а вот в пьяном состоянии оно более активно и способно это делать, агрессии больше. Почему? Потому что в древние времена, когда хоронили людей, нельзя было во время похоронной процессии, во время похорон пить. Пили что? Пили, значит, кисель, там иные напитки, но никак не хмельное. Нельзя было пить, потому что считалось, что в такие моменты твой дух-хранитель может уйти от тебя, и поскольку это такой не очень хороший момент, там души ушедших бродят, ну и покойник там еще находится, ну, может быть подселение. Может кто-то подселиться, вселиться в тебя, потому что твоего хранителя нет, тебе беречь некому. И считается, что в момент вообще алкогольного опьянения, вот это ощущение до чертей допился, вот, видит мир духов. Почему человек начинает видеть мир духов? Под влиянием таких психотропных веществ или под влиянием алкоголя. Потому что вот эта ширма, она отодвигается или падает полностью. То есть вот эта защита уходит. Уходит ваш хранитель, который вокруг вас создает вот эту ауру защитную. И тогда мир духов во всей красе открывается. Один из богословов сказал, что если бы мы на секунду могли видеть тех, кто рядом с нами, многие бы сошли с ума. Вот нас оберегает вот это вот закрытое пространство, это ширма, которое, собственно, наш разум и бережет, и поэтому мы не сходим с ума, видя, что у нас какие чудовищные создания нас окружают. А они нас окружают. Тут различные есть создания. И вот человек, выпивая, он дает, то есть, если он постоянно злоупотребляет, он дает возможность этим духам вселиться в них даже на время. Они с радостью это делают, потому что у них нет телесной оболочки, а чтобы почувствовать наш мир, им нужно чье-то тело. В кошку, собаку они вселяться не могут. Бывает, что они используют их энергию. Вселяться не могут. У них разные энергетические поля. А вот в человека – да. И поэтому, когда человек начинает злоупотреблять, в конце концов, его хранитель от него уходит. Может уйти в таком состоянии, потом возвращаться. Уходит. И в этот момент вот эта темная злая сила может вселиться. И руками человека натворить преступление. А почему? А потому что если человек в таком состоянии что-то сделал, кого-то убил, его посадили, он все время отдает эмоции, отрицательные эмоции, ему же плохо. Вот эта темная сила, которая вселилась, его руками совершила это преступление, она находится рядом, и она питается его энергией. Ему нужна постоянная подпитка. Потом его родные, его близкие, все переживают, всем плохо. И все время дают это вот подпитку этой энергии. Вот то же самое, например, моя лекция «Гаввах» или «Дань болью». Почему убивают людей перед камерами, показывают. Почему эти люди, мы говорим, вот такие вот недочеловеки, живут долго. Или там абсолютный алкоголик всех достал, живет до 90 лет. Нормальные люди уходят, а этот живет. А потому что его используют для того, чтобы собрать вот эту отрицательную энергию, вот эти темные духи. Он нужен живой. Неважно, насколько он безумный, хороший, плохой, им это неинтересно. Им нужно его тело, это субстанция, чтобы собирать, все время собирать эту отрицательную энергию. Понимаете? Вот. Именно поэтому я к тому, что ваша соседка не помнит ничего, но
поскольку ей уже говорили, в семье такое происходило, она знает, что у нее такое могло быть. И ваши вот эти странные вопросы и реакции ее не удивили. Она поэтому сразу нашла, что сказать. Может, дома сказали, если что, если кто-то такое увидит, скажи, что у тебя эпилепсия или у тебя приступы, ну, чтобы не приставали с вопросами. Вот она и сказала сразу и закрылась. Это одержимость, она одержима. Одержимость, чтобы заслужить, нужно нарушать определенные коны мироздания. То есть нужно что-то такое сделать, из-за чего разрешат, позволят вас мучить. Это в моей лекции, значит, нечистая сила, почему она приходит. Чтобы я сейчас долго это не рассказывала, откройте, посмотрите. Теперь, далее. У нее вот этот дух в этот момент себя проявил возле вас. Она упала, вы увидели настоящий. Вот то, что на вас смотрело, вот это вот повернутой шеей, лицом. Почему? Потому что она не контролировала. Ее как кинули вниз, так и подняли обратно. И вот эта голова, скривленная в сторону. То есть она не понимала, она не контролировала свое тело. И на вас через ее зрачки смотрела вот эта сила, не она сама. Она ушла. Вы говорите, как только я это увидел, во мне что-то проснулось звериное. Я вам скажу, что обычно видят, ну и на следующий вопрос ваш отвечу, почему вы видите одержимых. Вы можете ощутить одержимых. Не все подряд одержимые, но те, в которых есть подселение, он может быть пассивный, он может быть спящий, он может долгое время себя не проявлять, а может быть очень агрессивный. И почему эти люди именно вам встречаются, и почему они на вас смотрят с этой, знаете, звериной агрессией, а вы на них. Как будто два зверя встретились и увидели друг друга внутри людей. Потому что чаще всего такое происходит, когда человек продолжитель какого-то колдовского рода. Не обязательно, чтобы он чем-то обладал. Есть просто, скажем, потомки колдунов, знахарей. Они проводники этой силы, но они этим не владеют. Они могут только иметь очень хорошее чутье, что им в жизни помогает. Вокруг них могут их враги помирать и исчезать, если начинают преследовать их. Неважно, насколько они могущественны. Некая сила всегда за их спиной их защищает. И вот это вот звериный оскал, и вот то, что вы ощетинились, и то, что ощущение такое, что вы хотите вот подготовились, можно сказать, к атаке, это та самая сила за вашей спиной, которая оберегает у всех колдунов, ведьм, все их поколение после них, неважно, они занимаются магией или нет, они все обладают вот этой огромной защитой своего рода. И вот эта защита рода за вашей спиной начала агрессивно реагировать на подселенца, чтобы не подпустить к вам. Потому что человек с подселением способен на все. Вы же не знаете, что у них в семье происходит. Может, она и ножами кидалась, может, и пыталась задушить. Может, у нее там в дверях целый замок амбарный, который закрывает по ночам, потому что она может выйти и бояться ее. Понимаете? Такое может быть. Вот поэтому она вас защищает. И каждый раз, когда вы видите такого человека, в котором есть этот подселенец, пассивный он или агрессивный, неважно, подселенцы, то есть люди с подселением уже не ходят там на улице, скачут, прыгают, чтобы вы сразу поняли. Нет. Это может быть очень нормальный человек, это может быть очень спокойный, уравновешенный, как вам кажется, человек. Но вот так сядет напротив вас, будет с вами разговаривать о чем-то, что-то рассказывать. Но у вас такое ощущение, как будто вас выпивают просто. У вас нету сил, вы устали, у вас голова болит. Вы хотите убежать просто оттуда. А человек ведет себя очень культурно, о чем-то рассказывает, советует что-то. Но вы чувствуете хищника напротив себя, как будто вот вы сидите в стае волков, и вот на вас смотрят волки спокойным взглядом, но вам неуютно, потому что вы в любую минуту ожидаете вот этого нападения. Такое чувство, что вы смотрите на человека, и вы понимаете, что сейчас у него появится вместо зубов оскал вампира, он кинется пить вашу кровь. Понимаете? У вас жуткий ужас. Он спокойный. Это не значит, что
знаете, он пассивный подселенец. Нет. Он очень агрессивный подселенец, но он забирает вашу энергию по-другому. Понимаете, о чем речь? Вот как только вам, очень-очень далекому потомку какого-то сильного колдуна, у которого за спиной его защита, как только вам встречается подселенец, то есть человек с подселением, ваша защита срабатывает. И у вас внутри, это не ваша агрессия, это вот та аура, которая происходит вокруг вас, которая создает эта сила, ваша сила, родовая сила за вашей спиной. Она агрессирует. И она как будто бы предупреждает, вот как собаки, вот сравнение, может, как собаки начинают рычать, мол, не подходи, укушу. Вот то же самое, поэтому вас настораживает. А вот это замедленное ощущение, как замедленная съемка, как в фильме, и ощущение, как будто вы попали в аквариум, и все замедливается, просто вот пространство вокруг сгущается. Ну, естественно, от них исходит такой фон, ужасный фон. Они же духи. Даже самый низменный дух, даже самый слабый по меркам мироздания дух, ему по несколько тысяч лет, понимаете? Они видели еще наших прапрадедов. Понятное дело, что они сильнее нас, и как только мы оказываемся под их вот этим фоном, под их аурой, нас начинает трясти, нам становится нехорошо. То есть внутренне начинается трясучка и ощущение, как будто мы попали в какой-то портал, какое-то измерение, бочку какую-то нас затолкали. Вот что с вами происходит и почему у вас так происходит. Но с этим вы не должны ни бороться, ни что-то. Это вам дано. Радуйтесь, что вам даровали эту защиту и что она вас защищает, и вы можете вычислить таких людей. Но дальше вам не дадут, потому что у вас нет способностей этих. Все, что вам дали, внутреннее чутье и прочее, только для себя. Для того, чтобы вы сами в этой жизни могли себя защитить и добиться большего, чем другие люди. Давайте еще несколько историй послушаем и на этом завершим, наверное. Угу. Всем здравствуйте. Добрый день, дорогая уважаемая Инга. Огромная вам благодарность за ваш труд, за все, что вы делаете для нас. Крепкого вам здоровья. Я бы тоже хотела рассказать такую историю, которая произошла со мной в начале 2000-х. Помните, наверное, все, когда увлекались произведениями Паула Коэльо и Анхель Куатье. У меня целые собрания этих книг. И вот у Куатье есть книга «В поисках скрижалей». Там скрижали, разбросаны по всему свету, и особенными какими-то загадками, особенными поручениями их нужно было разыскать. И вот главный герой в поисках последней, по-моему, 5-й скрижали, если кто-то знает, может быть, поправит меня, в общем, выполняя задание, он оказывается в таком каком-то месте, где его некие силы, очень сильные, куда-то к себе притягивают таким образом, что он не хочет туда идти. Он понимает, что если он туда пойдет, он погибнет. Он сопротивляется, но сопротивляться не может. То есть какие-то силы прямо как будто ставят его ноги вот прямо по дороге и ведут. И читая это, я настолько туда вошла, вот в это состояние, такое ощущение, как будто я шла этими ногами. Я настолько это приняла к себе, что аж встрепенулась и просто закрыла книгу и сама себе говорю: да успокойся, что за чушь ты себе вот напридумывала. Такого быть не может, это же просто книга, потому что у меня внутри все эти ощущения были, все, что ощущал главный герой. И вот я легла спать с этими мыслями, проснулась я под утро от какого-то странного ощущения. Но, во-первых, я была просто парализована, я не могла двинуться. Это уже было на рассвете, я спала головой, получается, к двери, и от двери я услышала какие-то звуки, какие-то вибрации, такое ощущение, что что-то такое тяжелое ко мне двигалось, ступая, знаете, с таким тяжелым придыханием, с каким-то даже вот прижикиванием, и как будто бы что-то очень тяжело ступало. Я даже ощущала эти вибрации на полу, очень тяжело. И что-то очень, мне было страшно прям. Я не могла двинуться, я с таким усилием воли немножечко приоткрыла глаза и увидела, что что-то такое серое, большое, в таком, знаете, как будто бы такой темно-серый плащ. Рукава спущены, рук не видно, что он был очень в пол длинный, что там на ногах тоже не видно. И капюшон полностью закрывал почти до подбородка, скажем так. Если это человеческое, то до подбородка лицо. Что под капюшоном тоже не видно. И вот это вот нечто, оно от двери, получается, надвигалось на меня, к тому месту, где я спала, проходя мимо, с таким жутким ощущением. И я не могла просто раскрыть глаза, но я в какой-то момент увидела это, что он остановился, медленно ко мне вот так повернул голову, то есть вот этот капюшон, там внутри была какая-то чернота, что я могла увидеть, насколько.
посмотрел, и с таким же тяжелым, вот такой тяжелой поступью, с таким же тяжелым дыханием, оно куда-то ушло, и вот это вот видение и растворилось. Я просто очнулась от того, что у меня в моей другой комнате просто диким голосом орет кот. И вот что это было? Как вот это понятие? Может быть, сила дала мне знать, что это не выдумки, это не просто книжка, что я есть. Ну вот я это поняла так как-то. Спасибо большое заранее за ответ. Спасибо. Всем удачи. Так, вы правильно поняли. А теперь объясню, что это такое. И для чего вообще такое приходит. Во-первых, хочу вам сказать, что многие писатели мистики, они увлекаются оккультизмом. Многие из них не просто пишут книги. Они вызывают духов, они просят информацию у них, они просят, чтобы им помогли написать достойные книги. Многим из них снится вот мотив их книги общий. Естественно, они там приукрашивают, улучшают, но в общих чертах, в общем и целом, этот мотив книги, он им приходит. Он им приходит подсознательно, во снах, везде и всюду подсказки, им это дано. Если человек действительно писатель, достойный автор, не просто там Ваня любил Машу и так далее, а вот именно достойный автор очень глубоких книг, естественно, что вот этот элемент дьяволизма, который дан ему оттуда, для того, чтобы он создавал просто незабываемые шедевры, он присутствует. Ну, тот же самый фильм «Адвокат дьявола», да, например, я считаю, что это сам дьявол надиктовал, что там и как снимать, потому что он настолько гениален и красиво снято. Не только режиссер воплотил это как бы в фильме, но и писатель, естественно. Так вот, описание таких созданий – это не просто выдумка. Очень многие происшествия, которые считались фантастикой, сейчас уже сбылись, написанные 200-300 лет назад. Очень многое мы можем утверждать, то есть, может быть, не с уверенностью, но версия есть такая, что это все происходило уже в иных цивилизациях когда-то. И просто наш мозг воссоздает эти события и выдает как фантастику, как книги и прочее. Когда вы идете по кладбищу, старайтесь не вглядываться в лица умерших, в их портреты на камнях. Потому что тем самым вы привлекаете внимание к себе. Вы интересуетесь ими, их личностью, они будут интересоваться вами и приходить во снах. Это всегда было. Я не помню, кто сказал, если ты вглядываешься в бездну, то бездна будет вглядываться в тебя. Есть книги, которые, например, детям не очень рекомендуется читать для их неокрепшей психики, потому что эта книга как портал, и ты проваливаешься в такое иномирие, иные измерения, откуда пришли эти сущности, и рассказали о себе. Вот моя лекция «Дорога к богам», это вот именно об этом и сказано, что иногда сущности, иногда духи, древние боги, и иногда и души людей приходят кому-то, у кого есть талант это передать, как можно краше и как можно интереснее литературным языком. Вот, они приходят к ним, и с помощью этих людей, их таланта, их красноречия передают о себе сведения. И потом, когда про них читают, думают, говорят, они собирают таким образом определенное количество энергии. Для чего кладбище, могила, почему стоит, энергии собирает? Вот приходят, ставят свечи, вспоминают этого человека. Или просто проходят, ой, был молодой парень, столько лет. Каждое воспоминание, каждое слово сказанное, это
определенный посыл энергии. В честь Чайковского, там 100-летие, 150-летие Чайковского собрали, поговорили о нем, дали ему энергию. Вечный полк, ходят с фотографиями своих предков, воевавших, да, полубессмертных. То есть отдают им определенную энергию. Праздники, народные какие-то гуляния, дни памяти – это определенные энергетические поля, которые все время должны усиливаться, чтобы помочь нации существовать дальше. Это в другой моей лекции называется «Память – это сила». Вот. Да, вы поинтересовались им, то есть интересовались этой силой, она действительно есть или нет. Внутри вас было вот такое сомнение и терзание. Вам хотелось верить, что это действительно так, потому что вы настолько впечатлились и прониклись вот этим сюжетом. И он просто пришел вам сказать, что да, я есть. И я существую. Это не выдумка. Это я надиктовал, чтобы обо мне написали. Он к вам пришел. Вы правильно поняли. Потому что мир духов, естественно, существует. Ну, я думаю, что на сегодня достаточно. Я надеюсь, я ответила на ваши вопросы как можно более подробно. И не осталось пробелов. Дальше вам еще раз напомню, что можете отправлять Яне, но в будние дни и до 9, от силы до 10 постарайтесь, потому что человек тоже должен отдыхать, устает и вообще. Вот. И голосовое. Напишите, что это мистические истории, и отправляйте четко, конкретно, пожалуйста, голосовое, вот как сейчас, да, конкретные истории, касаемо вот потустороннего мира. Всем удачи!